Работаю ли я в правильной компании? Достаточно ли мне платят? Не слишком ли я много работаю для этой зарплаты? Вообще, нужно ли мне тратить свою жизнь, работая именно в этой компании? Ну и подобные сомнения возникают. И когда они возникают у нас, когда мы где-то работаем, безусловно, эти сомнения сами по себе, они начинают отравлять нашу жизнь. Жизнь становится не такой веселой, не такой интересной. Это депрессирует. Ну и я думаю, что если ты действительно имеешь причины, настоящие причины, чтобы поменять место, где ты работаешь, это нужно делать как можно быстрее. Ты должен управлять своей жизнью. Но здесь главное, конечно, не совершить ошибку. Так что смотрите обязательно это видео до конца, чтобы точно понять, что вам действительно пора менять работу. Или разобраться в том, что, может, вам только кажется, что вам пора менять работу. Потому что смена работы — это непростое дело. В отношении смены работы возникает, наверное, главный страх, который возникает, это, хорошо, я уйду с этой работы, из этой компании, смогу ли я зарабатывать больше, зарабатывать столько же, зарабатывать больше? Такой вопрос возникает у всех высококвалифицированных специалистов. В отличие от людей, которые выполняют очень простую работу, у них обычно таких сомнений нет. Понимаете, у человека, который работает в Макдональдс, есть абсолютно точная уверенность, что если он уйдет из Макдональдса и пойдет работать куда угодно, он точно не будет зарабатывать меньше, его уровень жизни никак не уменьшится, и это никак негативно не повлияет на него и на его семью, потому что Макдональдс зарабатывает практически по минимальной планке. И на самом деле, ко всем остальным это относится, ко всем, кто является умелыми сотрудниками, руководителями, специалистами, экспертами и так далее. И вообще не важно, сколько вы зарабатываете, потому что даже если человек зарабатывает миллионы, а у меня есть знакомые, которые работают наемными руководителями, которые зарабатывают миллионы. И поверьте мне, у этих людей точно такие же очень большие страхи в отношении того, что смогут ли они зарабатывать на этом же уровне, поменяв место работы. И эти страхи точно так же подавляют решение. Но страхи возникают тогда, когда ты не очень понимаешь, на что на самом деле смотреть. Каковы самые главные признаки того, что тебе пора поменять работу. Поэтому я решил об этом рассказать. И первый признак, что тебе имеет смысл поменять место работы, это то, что тебе эмоционально не близко то, чем занимается компания. Тебе не очень нравится то, чем занимается компания или какие-то другие виды бизнеса, какие-то другие индустрии гораздо более эмоционально для тебя привлекательны. Мне это не нравится. То есть, мне не нравится. Ей правда не нравится, ребятки. При этом я хочу сразу сделать оговорку, что очень часто, когда человек ищет свою первую работу, когда он еще не является очень хорошим, крутым экспертом, он находится на определенном уровне компетентности, не очень высоком. И в этот момент для человека, как правило, не очень важно, чем занимается компания. Понимаете, парень хочет стать классным, крутым аккаунт-менеджером. Это такой продавец, который работает с корпоративными клиентами. И ему нравится в целом продажи, ему нравится работать с людьми, ему в целом нравится идея, то, что ему будут платить в зависимости от его результата, он будет получать бонусы, и в перспективе очень большие, крутые бонусы. Он хочет стать аккаунт-менеджером. То он ищет работу, в принципе, для него на этом этапе не так важно, что это будут автомобили, это будут какие-то IT-продукты, искусственный интеллект, консалтинг, тренинг или услуги по кондиционированию, вентиляции. Потому что его основная мотивация в этот момент — это просто освоить эту работу, стать специалистом, стать экспертом. Очень много людей закончили образование какое-то, получили дипломы, хотят освоить на практике, что такое вести бухгалтерию и так далее, разбираться в этом, стать профессионалом. Это абсолютно нормальное, естественное стремление для любого человека, который только начинает свою карьеру. Если вы помните себя в молодости, и вам тоже в этот момент было, в общем-то, все равно, в какой компании работать, главное, чтобы становиться постепенно все более и более профессиональным, ставьте лайк этому видео. Но когда ты стал уже экспертом, когда ты уже это знаешь, когда ты понимаешь, у тебя есть эта уверенность в том, что ты классно, хорошо делаешь работу, вот этот момент у тебя начинают возникать идеи, сомнения, а тот ли это бизнес, в котором ты хочешь быть, а та ли это индустрия, в которой ты хочешь развиваться. Почему так происходит? Потому что в этот момент у тебя появляется выбор.
у тебя появляется другой, новый, более высокий уровень мотивации. И, например, ты вдруг обнаруживаешь, что тебе захотелось работать и продавать электромобили и так далее. И ты понимаешь, что если ты не пойдешь, ты читаешь об этом статьи, там, смотришь видео на Ютубе, тебя увлекает эта идея, а ты тот самый умелый аккаунт-менеджер. И в этот момент ты понимаешь, что если ты туда не идешь, куда зовет тебя твое сердце, то ты в какой-то степени подавляешь свое творчество. Ты сам подавляешь свои творческие способности, и ты продолжаешь мечтать об этом, а работаешь на какой-то другой области. И это первый признак. Это первый признак, что пора что-то поменять. Не потому, что в этой компании что-то неправильно, и не потому, что с тобой что-то неправильно, и с твоими руководителями что-то неправильно. Просто потому, что у тебя изменился уровень мотивации, и ты смотришь на вещи теперь с другой точки зрения, с гораздо более высокой точки зрения. И, кстати, если в этот момент ты не начнешь этим заниматься, произойдет странная штука. Что из-за того, что тебе приходится подавлять свою внутреннюю вот эту мотивацию, наступать на горло своей мечте, вдруг почему-то так устроены люди. Ты начнешь находить множество недостатков в этой компании, в этих руководителях, в этих сотрудниках, взаимоотношениях и так далее, и станешь немножко таким критичным по отношению к тому месту, где ты вырос и где ты делал работу. Зачем себя загонять в эту ситуацию? Просто если у тебя появились новые мечты, реализуй их. Следуйте зову сердца и устраняйте любые препятствия на пути к мечте. И очень важное замечание в этом случае, что очень часто люди делают такую ошибку. Они начинают такие проекты на стороне. Они начинают заводить таких любовниц, когда он по днем работает в компании, получает зарплату, а вечером он, значит, работает, пытаясь участвовать в каких-то аматорских проектах. Это неплохо, на самом деле, принимать участие в каких-то общественных проектах, помогать другим людям, это шикарно. Но если это становится для него второй работой, то это начинает разрушать этого специалиста, потому что первая работа основная, на которой он зарабатывает деньги, становится для него нелюбимой, его мотивация снижается, он начинает работать хуже, его отношение к компании портится, то есть он фактически разрушает то, что и дает ему силу, и в конце концов он разрушает себя. Поэтому хороший совет в этом случае, просто осознав эту ситуацию, принять для себя решение быстро. Да, я хочу себя попробовать в киноиндустрии или там в индустрии шоу-бизнеса с этими роликами. Прекрасно, мне нужно хорошо, правильно закончить работу здесь и начать работать там. И я понимаю, что там мне будет поначалу нелегко, потому что там я в каком-то смысле буду опять начинающим специалистом. Но это будет честно, и это то, что делает нашу жизнь. Знаете, наша честность в отношении окружающих, в отношении самого себя, это то, что делает жизнь счастливой и кайфовой. Второй признак. Ты понимаешь, что ты достиг потолка. И дальше расти просто в этой компании, расти некуда. То есть тебе нравится, чем занимается компания. Тебе нравится то, что ты делаешь. Но ты просто уперся в потолок. И дальше двигаться, собственно говоря, некуда. Довольно часто это связано не с какими-то твоими способностями, не с тем, что ты не можешь двигаться дальше, да, или не можешь научиться чему-то новому. Просто часто сама компания не растет. Она застыла в какой-то форме с точки зрения размера, с точки зрения применяемых технологий, и дальше развиваться не собирается. Это, как правило, происходит потому, что у основателей, владельцев, руководителей этой компании есть какое-то очень ограниченное видение. Понимаете, они хотели создать какую-то небольшую компанию, небольшую игру, они ее создали, и, в принципе, их все устраивает. Я видел довольно много владельцев, которые говорили, что у меня в компании работает уже 30 человек целых, и нам нет никакого смысла расширяться, потому что рыночные условия, знаете ли, у нас мы в среднем даже больше, чем наш средний конкурент, и вы вообще молодцы, и нас все устраивает. Понимаете? У них ограниченные цели. Я не буду сейчас даже вдаваться в детали, почему это происходит, почему они не хотят дальше расти. Они не хотят. Они во главе этого бизнеса, они определяют его стратегию, рост и так далее. И при этом, кстати, они довольно часто не понимают этот феномен, что если в какой-то момент ты останавливаешь рост своего бизнеса, потому что тебя уже все устраивает, то будь готов к тому, что люди, которые хотят расти дальше, они должны будут покинуть эту компанию. Довольно часто они это не осознают. Это время покинуть эту компанию и идти в какую-то другую.
Бывают ситуации хуже, когда ты работаешь в бизнесе, который принадлежит и которым управляют члены одной семьи. Это вообще ограничение, и ты понимаешь, что ты никогда не собираешься и не станешь их родственником. Гуччи – это семейный бизнес. Значит, семейные проблемы. И у них уже есть родственники. Ты уже женат, или ты уже замужем, и так далее. И вообще тебе не нравятся эти люди. То есть ты не собираешься входить и становиться членом этой семьи. И ты понимаешь, что у тебя на самом деле нет шансов. Да это правда, у тебя действительно нет шансов. Это действительно вот семейная компания, семейный бизнес, где родственники находятся во главе. Это такая вот форма бизнеса, в которой можно до определенного только уровня дорасти. Если сама по себе эта компания достаточно динамично растет, это довольно хорошо, потому что даже если ты понимаешь, что ты не будешь играть первую скрипку в этом бизнесе, но за счет того, что компания сама быстро растет, а количество членов семьи все-таки ограничено, то у тебя есть возможность становиться больше, расти и так далее. И это довольно интересно. Но если компания не растет, и она плюс тому еще семейная компания, ну это кранты. Там больше просто ты стук-стук-стук в потолок, и все, ты дальше не двинешься. В этом случае я тебе рекомендую просто поговорить об этом с руководством. Очень доброжелательно объяснить им эту причину, ситуацию, помочь им подготовить замену какую-то, потратить на это некоторое время и с гордо поднятой головой уйти из этой компании и найти себе другую компанию, другую работу, где у тебя не будет этого ограничения. Третий признак того, что надо уходить, это то, что отношения, эмоциональное отношение, культура коммуникации с твоим руководителем или с кем-то из ключевых специалистов, они такие, что они тебя депрессируют, вызывают расстройство, вызывают стресс. Ну, это правда. Смотрите, в каждой компании своя какая-то корпоративная культура. Все руководители, все люди разные. И я видел немало руководителей, которые по какой-то странной причине думают, что это круто вести себя агрессивно, это круто материться, ругаться, провоцировать, это круто повышать голос. И таким образом ты как-то что-то проявляешь, какую-то свою силу, там, мощь или что-то в этом роде. И они привыкли это делать, на протяжении лет или даже десятилетий. Другие люди, которые с ними работают, они им это позволяют делать, они им это прощают. И поэтому такой руководитель, для него это, как бы, знаете, такой успешно выработанный механизм, успешно выработанный инструмент, как бы в кавычках успешный. Они даже не осознают, что с этим что-то не так. Но я могу вам сказать, что ни один нормальный человек, и, наверное, ненормальный тоже, не заслуживает такого отношения. И более того, такие компании, такие бизнесы, они обычно не растут больше определенного размера. Просто по той причине, что эта культура, она слишком токсичная, она слишком депрессивная внутри. И поэтому, если ты видишь, что ты не можешь эту ситуацию изменить, а иногда ее можно изменить, просто поговорив с таким руководителем, но далеко не всегда. Но стоит попытаться. И если ты не можешь это изменить, ну что ж, в такой ситуации лучше всего это дать какую-то довольно позитивную обратную связь. Кто хочет меня покритиковать? Выбери меня. Выбери меня. Я знаю, что сказать. Поговорить с таким руководителем, сказать, что, смотри, это твой бизнес, это твоя компания или твое подразделение. И ты молодец, ты хорошо этим управляешь. Это довольно успешно. Но вот этот эмоциональный фон, вот эта культура, она просто мне не подходит. Она для меня дискомфортна, она меня расстраивает. А когда я расстраиваюсь, я работаю хуже. Мне не хочется повышать свою компетентность, мне не хочется там что-то достигать, бороться за какие-то бонусы и так далее. Просто у меня исчезает это желание, и я чувствую, что из-за этого моя собственная жизнь становится для меня гораздо менее кайфовой. Поэтому я не хочу с этим иметь дело. И у меня нет никакой идеи тебя переделывать. Я просто хотел дать обратную связь, объяснить это. И я собираюсь уйти и, опять же, хорошо закончить эту работу, передать кому-то дела и так далее. Это очень важно. Уходить из такой среды. Потому что если ты остаешься в такой среде слишком долго, к сожалению, на тебя это влияет. Тебя это либо загоняет куда-то в низкие эмоции и депрессирует, либо ты сам начинаешь перенимать такие же манеры, начинаешь менее добрым образом относиться к окружающим людям, начинаешь сам ругаться, начинаешь сам срываться. И таким образом, знаете, вот эта вот спираль деградации начинается и в твоей жизни. Зачем тебе это надо? Лучше это избежать. Четвертый признак.
это тогда, когда тебе явно недоплачивают. Платят меньше рынка, и это очевидно. Нет ничего плохого, когда это происходит временно. Такое бывает. Компания попала в кризис, урезали на какое-то время заработные платы, чтобы сохранить рабочие места, чтобы продолжить обслуживать клиентов и предоставлять им то, что было обещано. Это окей. Если такие планы есть, и они достаточно краткосрочные, они достаточно реалистичны, и ты видишь, что в конце концов твоя зарплата вернется на рыночный уровень, то это окей. В конце концов, мы одна команда, мы стоим друг за друга, и имеет смысл над этим поработать. Но бывает такая ситуация, что время идет, годы идут, а зарплата не меняется, она по-прежнему меньше рынка, и ты видишь, что ты хороший специалист, ты хорошо делаешь работу, ты хорошо относишься к своему бизнесу, компании, ответственно. Ты понимаешь, что тебе в других компаниях сходу готовы предложить намного больше, и ты мог бы зарабатывать больше. Что в этом случае делать? В этом случае, первое, что нужно делать, нужно идти и разговаривать об этом с руководителем. Потому что довольно часто руководители, знаете, действуют исходя из такой идеи. А что, сотрудников устраивает? В принципе, нафига нам что-то менять, если всех устраивает? Никто же не возражает, если сотрудники продолжают работать. Значит, их это устраивает. Поэтому имеет смысл пойти и поговорить и сказать, что, вы знаете, вот то, что я вижу, что зарплата не соответствует рынку. И это неправильно. Давайте вы ее поднимете до рыночного уровня, потому что иначе мне придется искать какую-то другую работу. А мне нравится компания, мне нравится то, что мы делаем, и я бы не хотел этого делать. И иногда такого разговора достаточно, чтобы руководитель сделал какое-то исследование, собрал данные, посмотрел и поднял зарплату. Твоя прибавка? Нет! При этом, если они это не делают, не стоит на них обижаться. Потому что, понимаете, все-таки взаимоотношения сотрудника наемного и работодателя – это же рыночные отношения. Что такое рыночные отношения? Есть спрос, есть предложение, есть момент торга. Хочу больше, иначе работать не буду. Нет, мы не готовы дать больше. Ладно, до свидания. Или да, ты нам очень нужен, поэтому дадим больше. Давай не настолько больше, а настолько. И так далее. Это рыночные отношения. И к ним надо относиться как к рыночным отношениям. И если даже, кстати, вы ушли по той причине, что вам платили недостаточно много, и ушли хорошо и правильно, это не значит, что вы полностью, должны хлопнуть дверью и закрыть ее, и уйти обиженным. Да нет, конечно. Почему нет? Вы согласились работать за эти деньги, вы работаете, окей. Теперь вас это не устраивает, вы поговорили, навстречу никто не идет. Хорошо. Но это же ваша ответственность, что вы согласились за эти деньги работать и работаете. Поэтому уйдите по-хорошему, подготовьте замену, уйдите так, чтобы в случае чего всегда могли вернуться. И такое происходит довольно часто. Ситуация изменилась, компания подняла зарплату, улучшила условия работы. И вы приходите обратно и получаете удовольствие от работы с этой командой, которую вы уже знаете. Но, кстати, по поводу заработной платы. Довольно часто же возникает такой вопрос. Хорошо, я вроде как понимаю, что мне должны платить больше по рынку. Но, может быть, это какие-то мои эротические фантазии? Может быть, я просто себе нафантазировал что-то? Может быть, это на самом деле не так? Может быть, даже те объявления, которые есть на сайтах по трудоустройству, они специально показывают завышенную зарплату, чтобы заманить кандидатов, а платят на самом деле меньше. Так ли это? Если у вас есть такие сомнения, я вам очень рекомендую, вы их проверьте. Вы просто разместите вакансию с этой целью, чтобы понять, какие зарплаты и условия труда сейчас на рынке реальны. Потому что у вас есть сомнения. Кстати, моя жена много лет назад, она именно такое сделала. Она работала главным бухгалтером в большой холдинговой компании. В какой-то момент, у нее зарплата не росла или росла очень незначительно, у нее возникло это сомнение. Что она сделала? Она разместила вакансию, она походила на собеседование, она сходила на несколько собеседований. Она получила реальные данные о том, сколько ей готовы платить с ее уровнем компетентности в подобных холдинговых компаниях. Она пришла к своему руководителю, ему об этом рассказала, показала эти данные, и знаете, что произошло? И повысили зарплату, и она продолжила работать в той же самой холдинговой компании, проработала еще очень много лет. Если у вас нет уверенности, собственной уверенности, это тоже вас будет разъедать как ржавчина. Поэтому получите уверенность, сходите на собеседование, побеседуйте, потому что это рынок, есть товар, и есть продавец, есть покупатель и так далее. Походите, поговорите, посмотрите, насколько реалистичны. Попробуйте провести потом переговоры с вашим руководителем.
Люди боятся делать это, увольняться, потому что, знаете, есть еще такие истории, как «Ну, наша компания, это наша большая семья, и мы все как родственники, а любой, кто, значит, посмотрел на сторону, это уже изменщик и предатель». Это ложь. Компания — это никогда не семья. Потому что семья — это группа людей, которые связаны на всю жизнь, от рождения до смерти. И это очень твердая связь, которую, нормальные семьи не разрушают. Что бы ни происходило с членами семьи, они поддерживают друг друга, они вместе, они любят друг друга. Компания, бизнес — это не семья. Можно иметь некоторые ценности в компании, близкие к семейным, в виде заботы и так далее. Но вы будете заботиться о любом члене своей компании. Даже о том, кто там ворует или портит или создает проблемы. Навряд ли, вы просто его уволите. Поэтому компания — это не семья. Не нужно эти вещи отождествлять. Это очень плохая практика. Лично я обожаю людей, которые работают у нас долгое время. Мне нравится, что люди работают у нас много. У нас есть сотрудники, которые работают ровно столько, сколько существует компания. И это больше 15 лет. И потерять любого из них — это, конечно, всегда больно. Это неприятно эмоционально. И это всегда больно с точки зрения бизнес-процессов, потому что человек, который столько лет работает в компании, знает ее изнутри полностью, обычно является очень ценным и вносит очень ценный вклад. Поэтому такие потери, они всегда болезненны. Но я при этом понимаю, что как бы мы ни заботились друг о друге, мы все равно не являемся семьей. И у людей меняются ценности, меняются интересы, они переезжают в другие страны, женятся, выходят замуж, хотят сменить вообще сферу деятельности. И это окей. Поэтому бизнес — это бизнес, а семья — это семья. Я всегда помню о том, что мои отношения с нашими сотрудниками — это, знаете, такая дорога со встречным движением. Мы должны как-то помогать друг другу. А если вы владелец бизнеса, и вы часто сталкиваетесь с тем, что из вашей компании кто-то хочет уйти, кто-то вредничает, кого-то не устраивает, кто-то вообще сбегает бесследно, или трудно привлечь людей, или трудно как-то их вырасти, регистрируйтесь на мой мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». На этом мастер-классе я даю очень точные, конкретные инструменты, которые вы можете применить, и вы сможете построить бизнес так, чтобы топовым специалистам хотелось у вас работать, и они работали у вас долго, настолько долго, насколько это вообще возможно.